Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня вас ждет общий расклад Таро на любовь и отношения в треугольнике или в соперницей, с соперником. Этот расклад Таро для женщин на загаданного мужчину, и он будет построен по архитектуре вопросов из личных раскладов, которые я просматривал в своей практике. Настраивайтесь на свою ситуацию в отношениях, на своего мужчину, и в ближайшее время мы посмотрим с вами, а точнее узнаем ответы на 10 вопросов из отношений в треугольнике, когда есть соперница и непонятно, что есть сейчас, что будет дальше, конец или пауза, будем ли мы вместе, мысли, чувства, планы, действия и так далее. Какие именно вопросы мы рассмотрим сегодня, я отображу в тайм-кодах к этому видео. Поэтому, если вы спешите и не хотите смотреть все вопросы, которые задавал Кверент на личном онлайн-гадании, вы можете открыть описание и посмотреть вопросы согласно тайм-кодам, те, которые вас интересуют. Итак, уверен, что вы настроились на свою ситуацию, на своего мужчину. И первый вопрос, который был задан, он звучал так. Если можно это назвать отношениями, то что у нас за отношения? Или как выглядят наши отношения? Или как можно назвать наши отношения? Обычно за этот вопрос отвечает вопрос энергетика отношений, да? Или как выглядят отношения со стороны, да? Так тоже можно. Смотрите, ваши отношения, возможно, идут по сценарию родственных душ, но они находятся в кризисе и требуют компромисса. Старший аркан открывает ваш первый вопрос. И может ли здесь в этих отношениях быть химия и алхимия? Да, вполне в этих отношениях может быть как химия, так и алхимия. Следующий вопрос. Его отношение к вам. Его отношение к вам может быть к лучшему или может измениться к лучшему. Но оно нестабильно, оно переменчиво. И его отношение к вам выглядит так, как будто бы он либо с вами играет, либо торгуется, либо пытается выкрутить из вашей ситуации какую-то свою выгоду. Не обязательно материальную, но может быть ситуационную. Да? То есть нельзя сказать, что плохо он к вам относится, но ситуация нестабильная, игривая, динамичная и с привкусом выгоды для себя, вашего партнера в этих отношениях. Вот так идет. Вопрос был задан конкретно, третий, дословно. Испытывает ли он к вам чувства и какие? На данный момент он либо вам сочувствует, либо он испытывает к вам чувство боли. И это больше такая боль и физическая, головная, да, и может быть моральная. Башня часто может говорить о прекращении резком чего-то. Я скажу так. У него от вас болит физическое тело, да, и голова, и может быть душа. Вот так вот. Как минимум, он очень сильно переживает и испытывает к вам болезненные чувства. Чувство падения, чувство, может быть, разочарования и, может быть, чувство отчаяния. Да, это может быть и отчаяние. Следующий вопрос. Что сейчас происходит
в его отношениях с другой женщиной, не с женой. То есть эта ситуация была рассмотрена, когда есть жена, соперница и вы, да, как женщина. То есть 3 женщины здесь и 1 мужчина, квадрат целый, да. Еще раз, что сейчас происходит в его отношениях с другой женщиной? Так, здесь у нас происходит налаживание связи и поддержание интимной связи. Поэтому я скажу так, связь, в том числе интимная, в настоящий момент с этой женщиной у него в активе, у этого человека. То есть, если вы подозреваете в предательстве, да, то тут оно как бы так выглядит, да, как минимум. То есть интим с другой у него здесь есть, в этом раскладе. Хорошо, следующий вопрос. Его отношение к ней. У него к ней, в принципе, неплохое отношение. Эта карта очень хорошая, но он ее покорил, завоевал, добился, и он от нее устал. Или находится в состоянии, стремления к отдыху и покою. То есть он стремится к отдыху и покою, и чем дальше у него будут развиваться отношения с ней, тем больше он будет уставать. Потому что следующая карта у нас 10, да, и она будет свидетельствовать о нагрузке на него, да, то есть он будет просто истощаться, то есть продолжение отношения с ней, может быть, он истощается от интима, а может быть, просто она, как энергетически не подходит к нему. Кстати, к вам у него похожее отношение, но тут больше боли, а здесь уже как бы усталость, да, понимаете? То есть у вас с соперницей как бы схожие, у него от вас и от соперницы схожие как бы послевкусие, да, вот так. Послевкусие самоощущения, да, в таком ключе. Следующий вопрос. Какие чувства он испытывает? Именно чувства какие он к ней испытывает, к этой другой женщине. Вот видите, он точно так же понимает, что у него не хватает сил, что он устал, он не видит перспективы дальше. И это тоже болезненные чувства, где, может быть, и болит голова, как у вас, и он истощен, да, вот так. И эта карта в целом подтверждает то, что я сказал по этой карте. 2 девятки. 9 жезлов и 9 мечей. Если эта карта хорошая достаточно о результате, но в контексте с этой картой и в контексте с ситуацией, не в контексте того, что у вас ситуация с соперницей в принципе схожие, понимаете? И смотрите, если взять 9 и 9, мы получим 18. По сути, он сам не понимает, что с ним происходит сейчас. И да, может ли здесь быть, вампиризм со стороны женщины по отношению к нему? Да. Вот эта карта, она открывает расклад. И здесь, в принципе, связь, болезненность и, некая алхимия, да, или искусство создать проблему или выйти из него, да, вот так, из нее, из этой проблемы. И кто эту проблему создает? Скорее всего, соперница вам эту проблему создает, но мужчина здесь играет тоже ведущую роль. Следующий вопрос. Как он поступит, то есть его ближайшие планы и действия по отношению к вам, именно к вам? Он не будет вас отпускать, и знаете как? Он вас не отпустит, он от вас не отцепится. Почему? Потому что у него есть своя выгода. И в этой карте есть выгода, и в этой карте есть выгода. И смотрите, эта выгода как раз над дьяволом. Хорошо, давайте спросим, как он поступит по отношению к ней.
С ней он попытается продолжить, но для того, чтобы продолжить по этой карте, ему нужно будет очень много энергии. То есть он будет пытаться продолжать с ней, при этом не отпуская вас. Не отпуская вас по дьяволу. Следующий вопрос. Следующий вопрос звучит так. Что сейчас происходит в его семье, там, где есть жена? Там есть конфликт, там, где есть жена, есть проблемы, разборки, и они пытаются, ну, как бы договориться, но у них не получается. То есть у него в семье достаточно серьезные проблемы из-за конфликта. И он может нести и потери, и может нести какие-то убытки, да, как материальные, так и физические, да, вот так. То есть у него серьезная ссора с официальной женой или с законной женой. Но может ли он выйти сейчас из этой ссоры? Ну, по этим двум картам он может даже пытаться, но ему очень тяжело. Расстанется ли он с соперницей, с женщиной, не с женой? Ну, карта такая, она не о крепкости какой-то, но все это рыба. То есть это что-то скрытое. То есть будет зависеть от обстоятельств и от энергии, которые управляют его сердцем и его душой. Нельзя сказать, что их связь достаточно крепкая, но замешанная на интиме и усиленная энергетикой соперницы, эта связь может как ослабевать, так и развиваться, укрепляться. Поэтому я скажу так. Есть шансы на продолжение, но может быть так, что этот человек и расстанется с ней. Пока продолжение может быть на данный момент. Но насколько оно серьезно, или насколько серьезно его намерение, сказать однозначно нельзя. Пауза или конец в этих отношениях для вас с ним? Будете ли вы вместе? У вас все еще есть шанс быть вместе с ним при таких условиях. Если ваша любовь сильна, крепка, если вы его любите, это первое условие. Если вы можете быть действительно с ним родственной душой, карта открывающая и закрывающая рак, скорпион, они родственные, эти карты. Если ваш архетип совпадает с архетипом его матери, а он может совпадать у вас, если вы особенно знаки зодиака рыба, скорпион и рак, особенно рак. Но если здесь у вас знак зодиака не совпадает, все равно это женская карта, тут для женщины. И если вы и он для вас, вы для него как мать, а он для вас как ребенок. То есть это как бы усиливает и повышает ваши шансы на то, что вы будете вместе. Это было 10 вопросов, и я хочу добавить немножечко к этому раскладу такие моменты, да. Чего вы не знаете в этой ситуации? Что вам лучше делать? Что вам лучше не делать? И чем сердце успокоится? Такие бонусные вопросы. Чего вы не знаете в этих отношениях? Не знаете вы, что вы, возможно, родственные души, я уже об этом говорил, и что ваши отношения, они благословенны высшими силами. И, возможно, у вас сохраняется шанс на официальный брак или на законный брак. Что вам делать? Вам нужно создавать в этих отношениях максимально уютную и комфортную обстановку как для себя, так и для вашего партнера. И не сильно переживать. Не перегорать. Что вам не делать?
Ну, возможно, вам нельзя сидеть сложа руки и бездействовать, да, быть активной партнершей, и чем сердце ваше успокоится. Сердце ваше успокоится тем, что у вас сейчас, после застоя вашего, у вас появится интерес к жизни, и, возможно, вы перестанете обвинять и обижаться, и, возможно, испытывать чувство вины. Ну и сердце может успокоиться примирением. Ну, это уже будет по обстоятельствам. Последняя карта, которая завершит, это совет Таро для вас. Колесо фортуны говорит о том, что шансы на улучшение в этих отношениях у вас сохраняются. И ловите момент, пользуйтесь моментом. И ваша матрица судьбы может стать такой, что ситуация в отношениях изменится к лучшему радикальным или кардинальним образом. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку. Побачимось, почуємось, до зустрічі і па-па.